Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии, за теплые слова поддержки. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто постоянно думает о тебе? Узнаем, кто этот человек и что он, собственно, думает о тебе. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Сигнификацию вашу делаем. Какая девочка пришла на расклад? Часто эта карта выходит на вас. Карта Муза. Яркая, харизматичная, энергетически наполненная, талантливая. Женщина, которая знает, какие там у нее достоинства во внешности. Может это подчеркнуть. Акцент на этом сделать. Ну и, по крайней мере, фокус внимания на себе вы можете удерживать. Можете быть интересны длительное время для собеседника, для собеседников. Так, о чем это? Сама по себе яркая птица. Угу. Тут как интересно. Дальше. Помимо этого, помимо того, что там внешне привлекательный, талантливый, для вас имеет огромное значение ваш дом, ваши близкие, родные. Тут карта прям родовое дерево. Но почему-то, девочки, у кого-то это может проиграться. Почему-то именно сейчас, как будто бы, то ли взаимоотношения с прям близкими, родными, уже не знаю. Тут карта дальше идет депрессия, клетка ограничения и карта Луна. Если подряд все прочесть, у кого-то, скажем так, в личной жизни, да, с близкими, все складывается не совсем так, как бы вы хотели этого. Почему-то вы не можете в полной мере, ну, знаете, как раскрыть свой потенциал именно дома. Именно дома вы почему-то как будто бы чувствуете себя вот не так, как дом. Мой дом, моя там крепость, да, тихая гавань. Нет, тут как будто какие-то ограничения. Видите, клетка. Это и клетка, и карта Луна мне говорит о том, что по большому счету как будто бы вы не видите даже, ну вот реально вы не видите путей выхода из какой-то сложившейся ситуации. Вот какое-то состояние, то, в котором вы находитесь, и это каким-то образом связано с вашими, вот опять повторюсь, близкими, родными, дом, вот именно вот эта обстановка какая-то в доме. Ну, вряд ли тут гармонично. Тут, ну, я не буду говорить прям, что у вас тут клиническая депрессия. Но почему-то какие-то вот эти ограничения, и опять повторюсь, по Луне это... Может, вы и пытаетесь разобраться, в чем дело. Может, даже уже разобрались. Но как будто бы, как решить именно, разрешить эту какую-то задачу, ой, не знаете. То есть ограничения эти сохраняются. Тут как будто бы две параллельные линии. Может быть, с людьми, которые вас не знают, там, ну, не знаю, коллеги по работе, в социуме где-то, вот на вас смотрят, вы такая наполненная, яркая. Знаете, тут такая прям женщина, с одной стороны, женщина-праздник, женщина-мечта, муза. Но как будто бы дома, вот именно сейчас, в данный момент, у вас как будто бы то ли упадок сил, то ли даже по идее в доме люди должны наполняться этой энергией, подпитываться, как будто силы получать, да, для того, чтобы, может быть, вне дома совершать, там, может, не знаю, какие-то прорывы, квантовые скачки для реализации этого заложенного вами таланта, потенциала этого. А тут какая-то такая странная сейчас ситуация, как будто бы дома нет вот того самого покоя, умиротворения, вдохновения, поддержки, может быть, даже элементарно нет. А есть какие-то ограничения. Да, у кого-то, может быть, приболели, потому что сочетание такое: депрессия, клетка, ограничения и карта Луна. Может быть, близкий, даже кто-то заболел. И это, знаете, как-то все-таки родовое дерево. Это накладывает отпечаток, потому какое вдохновение, какой позитив, да, если вы там приболели или близкие.
может быть, состояние какой-то тревоги, да, неопределенности, потому что Луна это тоже туман, неопределенность, это когда ни черта не ясно. Но тут у кого-то может быть такая какая-то стрёмная ситуация. Ну, тут, скорее всего, объективные какие-то моменты. Давайте я спрошу. У кого-то, да, эти самые пресловутые родовые программки, это как ограничение Луна. По женской линии могут быть может быть, проблемы с мамой. По женской линии у кого-то может быть такое проигрываться. И вы можете даже сравнивать себя, ну, со своими там кровными родственницами. Там, может, сестра повторяет, вы повторяете какие-то как кармические те же самые уроки, проходите или не проходите, скорее всего. Как эти родовые программки, которые заложены там, как бабушка себя вела с мужчинами, допустим, как она пыталась, может, реализоваться, ну, получалось, не получалось, как мама проживала. Вот тут такое что-то может быть у кого-то. Так, сердце. Причем тут сплетни? Это у вас. О чем это? Уже не знаю, девочки, какой-то вышла такая информация, я не могу даже ее как-то протрактовать. Почему-то показана ваша карта, а рядом с вами какие-то хитрые лисы, и это, скорее всего, разбивает вам сердце и душевные муки приносит. Еще какие-то сплетни. Уж о чем это, не пойму я. Тяжелая ноша. Уж не знаю, девочки, это же вас касается. О чем это? Кто-то тут настолько уже устал, эмоционально истощен, уже даже и не хотите никаких, хотел сказать, любовей, никаких страстей. У кого-то тут просто эмоциональное, да, истощение, выгорание, да, тут как будто бы у вас такой какой-то период, где вы просто хотите, чтобы вас оставили все в покое, да, вот тут какое-то то ли одиночество, то ли как будто бы вы, ну, так некрасиво сказать, но тут все-таки дом, род, семья, будто бы вы говорите, когда же эти проблемы закончатся, когда, может быть, те же родственники научатся сами брать ответственность за свою жизнь, да, не перекладывать на вас, когда, допустим, там проблемы эти закончатся. Вот тут что-то такое, девочки. Тут может кто-то из ваших родственников быть постоянным какой-то, может, ему очень много лет, но такой с позиции ребенка, да, какого-то беспомощного. А хотя вы можете сами сказать, боже, у меня столько проблем, я со своими не успеваю проблемы не как-то разбираться. Мне нужно у себя порядок навести, да, допустим, в жизни своей. А тут как будто постоянные водные, приходится что-то решать. Причем это со стороны, повторюсь, еще каких-то очень близких людей. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Кто постоянно думает о вас? И что? Кто? Что этот человек о вас думает? Кто о вас постоянно думает? И что этот человек о вас постоянно думает? Кто о вас думает постоянно? И что он думает о вас постоянно? Кто и что? Давайте начнем. Кто этот человек? Ух ты! Сразу. Угу. Очень интересно, познавательно. Вампир какой-то. Вампир-подарок. Для вас подарок. Капец, какие карты. Смотрите, это ваша карта. Ну, она же муза. Она же райская птичка, да, такая, которая в сетик по тому пауку то ли должна попасть, то ли уже попалась. Сейчас, девочки, буду докладывать.
Ой, тут такие. Так, сейчас. Кто этот человек? До конца непонятно, мужчина, женщина. Сейчас я буду уточнять. Это мужчина или женщина? В любом случае, как будто бы встреча с вами это был подарок такой вот для этого человека. И этот человек хотел вот в паутину вас, в эту какую-то, ну не знаю, как потребитель использовать, да, в паутину свою заполучить. Так, это мужчина или женщина? Так, кто постоянно думает о вас? Это мужчина или женщина? Ой, это мужчина или женщина? Офигеть, женщина. Я почти была уверена, что это мужчина. Но тут женщина. Угу, интересно. Какая-то женщина, которая в отношении вас проигрывается как тайный враг, носит маску, улыбается вам при встрече. А при этом, ну, я буду это считывать как зависть, стабильная зависть, постоянно человек вам завидует. По вампиру, девочки, это характеристика человека, который потребляет. Даже если что-либо он совершает, то у него есть четкий план. Он вложит в вас там 10 копеек, да, и получит 1000 с вас. Это у него все так продумано. Для этого человека вы, получается, как этот подарок, который в его жизни, ну, это женщина, императрица. Опять-таки, какие-то планы были по пауку, поэтому все эти свои заполучить. Повторюсь еще, стабильно, давным-давно уже как будто бы хроническая зависть. Зависть. Как сейчас буду... Так, тайный враг, смерть. Тут такая история, что, может быть, даже длительное время этот человек носил эту маску, скрывал от вас. И состояние такое, как будто бы у него даже, у этой женщины какое-то болезненное состояние в отношении вас. Тут даже до конца, наверное, она не может себе объяснить, почему она вам так завидует. Ну, тут как-то ей от этого плохо. Ну, я понимаю, что не время ее жалеть, но... А тут дальше история, как будто бы, знаете, мне кажется, вы могли до поры до времени не догадываться, может быть, нейтрально относиться к ней. А потом какая-то история, мне кажется, произошла, где вы четко для себя уяснили, прояснили эту ситуацию, вам стало ясно и понятно. Ага, значит, она на самом деле вообще мне не друг. На самом деле человек, ну, негативно ко мне, мягко говоря, как-то относится. Человек... Не знаю, сейчас буду докладывать страхи тут какие-то. Так, ну по императрице женщина замужем, детки могут быть. На самом деле и не глупая, и внешне может привлекательно. Но тут девочки влюбленные и дьявол. Ох, тут постоянные какие-то у нее качели любовные, какие-то страсти, может быть зависимости. При том, что внешне она может образ такой создавать, знаете, ну, какой-то, не то, что там уравновешенная, вряд ли тут уравновешенная дамочка, нет, тут даже, по-моему, это скрыть трудно, потому что у нее какие-то тут всплески страсти, может быть, даже какие-то проявления такие, не знаю, эмоциональные какие-то, не сдержана она тут 100%, но при этом для нее очень важно в социуме как-то вот держать лицо, как-то вот так вот транслировать себя, что она тут прям, может быть, надо сказать, самодостаточна. Где-то для нее очень важно показывать, насколько она может быть, знаете, тут почему-то мне идет такой типаж, вот женщина, которая может постоянно поддерживать иллюзию хороших взаимоотношений с очень многими людьми. Но опять-таки эти люди ей нужны, она их использует. И вот тут какая-то практичность, прагматичность, ну и потребительство, да, 100%. Но у нее очень много этой женщины связей.
Когда как какой-то, как спрут, вот так вот, как щупальце. У меня такое, как идет. Но при этом переступит тут и ради собственных каких-то достижений собственных целей. Пойдет по головам тоже. Подпишись на канал и поставь лайк. В любовной сфере тут какие-то страсти у нее. Так, вот эта дамочка. Так, сейчас я спрошу еще. Страхи какие-то, смерть. О чем это? Это ее страхи. Сила, страхи. Но вот опять, смотрите, какие-то у нее тут в жизни, у нее страхи. Страхи по поводу того, что и рядом карта смерти, это разрушение, и страхи с этим связаны. Не обязательно в отношении вас. Скорее всего, это в отношении, может быть, ее, вот у нее там какие-то планы, может быть, там многоходовочки, манипуляции. И у нее сейчас очень много страха в ее жизни, что ее карта сила и карта гроб. Как будто бы есть большой вопрос у нее к самой себе, а сможет ли она реализовать то, что она задумала, напланировала. Тут как будто бы может какой-то форс-мажор в любой момент случиться. И где-то, опять-таки, какие-то мечты, ее планы, она уже как будто чувствует, что им не суждено воплотиться в реальность. Вот тут так. Как будто бы у нее, опять-таки, как почву из-под ног выбивают. Карта сила. В определенный момент она могла себя чувствовать тут чуть ли не всемогущей. Опять-таки, если она привыкла управлять, получать желаемое. А сейчас вот по карте гроб, ну, ее мир где-то рушится. Может, не настолько он устойчивый, как раньше был. Во всех смыслах, девочки. И с этим очень много страхов связано. Ой, давайте я доложу еще вот зависть. Чему именно вам она завидует? Ну, там скорее вашей привлекательности, какой-то вот этой манкости, харизме. Может быть, на вас там определенно даже какой-то, может, типаж мужчин обращал внимание. Тут такой вот зависть, ревность. Давайте я спрошу, чему конкретно она завидует, ну, в отношении вас. Чему она завидует? Ну, как минимум, я вижу привлекательности вашей, у кого-то прям сексуальности. Ей кажется, что вам легко все дается, в том числе легко как-то далось, дается. Карта медведь – это, может, покровительство какого-то мужчины. Если там есть у вас муж или какой-то ваш избранник, ей кажется, что он материально дает вам эту защиту. И тут карта защиты, это карта медведь. Материально вас складывается. При этом стабильность, карта якорь. Вот чему завидуют? Завидуют тому, что у вас это все есть. При этом по карте отшельник. Чему завидует отшельник? Нас завидует. Завидует, карта отшельник. Может, в то же время, знаете, как завидуют чему? Если ей кажется, что у вас есть этот мужчина, во-первых, да, ей кажется, вы довольно легко, карта игра, можете вот получить его, не знаю, любовь, заботу, внимание, какие-то, может быть, подарки, внимание во всех смыслах, да. При этом вот эти карты говорят о том, что она понимает, ей так кажется, что она понимает, что вы в этом мужчине не растворяетесь, и вы по отшельнику все-таки то ли живете своей жизнью, то ли вы, нет у вас какой-то там, то ли любовной зависимости, вот этой горячки какой-то. То есть этот мужчина присутствует в вашей жизни, но как будто бы он вам больше дает, там, заботиться о вас. При этом вы не жертвите с ним в отношениях. Как будто бы вы можете так то ли рамки границы выстраивать, то ли как-то отстраняться, как-то мудро выстраивать даже эти взаимоотношения. Вот тут вот этому, скорее всего, завидуют. Почему такая какая-то идет, не знаю, как сравнение. Да, мне кажется, у нее, если она в отношениях с каким-то мужчиной, то она изначально
может, ну я поняла, что там она манипулирует, но как будто бы для нее это все очень тяжело, вот эту получить заботу, защиту. И если она это получает, то как будто бы она может многим то ли, ну не обязательно жертвовать, но идти на какие-то уступки, соглашаться. А со стороны ей кажется, что вы это все получаете как-то легко играючи, и при этом даже особо и не заинтересована. При этом по отшельнику, ну, ваша какая-то мудрость тут есть, понятно, как будто бы она говорит, может, сама себе даже говорит, как у нее так получается, да, вот иметь все, при этом прикладывать минимум усилий. Ну, как-то так. При этом даже может выбор как у вас какой-то мужчина быть, знаете, непростой. Мужчина такой, в самом деле, по воину. Этот мужчина, который может в один момент все разрушить. Но тут как-то мне так идет, как будто бы даже вот такой сложный какой-то типаж, вот выбор мужчины, все равно вы, ну, вы как-то умеете с ним, не знаю, сотрудничать. Вы для него ценны, вот, скажем так. Тут такое какое-то идет, не знаю, как постоянно, она как сравнивает с собой, и ей кажется, что вот вас ценят, именно как вот мужчина может быть один или несколько, как будто бы вы очень ценны для них. Вот так вот идет. Вот это вот человек завидует вот этому. Может, изначально у вас разные методы, да, достижения целей и, в принципе, взаимоотношений с людьми, в том числе и с партнерами в любовной сфере. Так, о чем, почему она постоянно о вас думает? Почему? И что она о вас постоянно думает? Тут как-то, если подряд все прочесть, знаете, тут, может быть, у вас был тяжелый период какой-то. Я не удивлюсь, если она поспособствовала каким-то боком. По крайней мере, она, думаю, точно рада была. Какой-то тут такой период был у вас, проблемы, может быть, разного рода, да. Видите, тут сидит ребенок на ступеньках, у него разодраны эти штанишки, коленки содраны, в общем, плачет. И рядом карта ядовитая, токсичность. То есть кто-то приложил руку сознательно для того, чтобы этому человеку, в данном случае вам, испортить жизнь. Где-то еще ребенок, эта карта проигрывается как незаслуженно, обидели, человек, в данном случае вы. Где-то идет как какое-то, знаете, такое обращение, не знаю, к Вселенной. За что? Почему? Что я такое сделала? Как будто, правда, обидели ребенка. Вот тут так как-то. И дальше, вот тут мне показано, вот вы в таком состоянии, как будто пребывали, незаслуженно человека обидели, ранили, при этом постарались. А дальше какая-то интересная такая ситуация мне тут. Как будто бы вы, то ли взяли ситуацию в руки, как минимум свои эмоции, да, начали контролировать. Карта баланс. Где-то научились, благодаря, может быть, даже этим каким-то испытаниям, противостоять этому всему. И тут карта башня в этой колоде, это не о разрушениях, это наоборот, о том, что вы, допустим, стали еще более, не знаю, какой-то стабильной, уверенной в собственных силах. Может быть, вам стало более ясно и понятно, чего вы хотите. И точно так же стало ясно и понятно, на что вы не готовы никогда согласиться, с чем вы не готовы мириться, на какие компромиссы вы не готовы идти. Вот тут как будто бы идет ваше какое-то становление. Допустим, женщина там в предвкушении ожидала, там уже не знаю, что у вас там все посыпется, там, начиная от личной жизни, заканчивая там карьерой, здоровьем, еще что-нибудь.
А тут нет, тут она как будто бы с каким-то вот удивлением отмечает, что карта баланс. Вы держите этот самый баланс, держите удар замечательно. Мало того, что это вы держите, так вы еще тут карта ваш эгоизм, карта зелье. Ну и вот эти карты, ракушка, упертость. Тут еще история о том, что вы для нее оказались каким-то, знаете, неожиданно твердым орешком. Упрямство. Упрямство в том, что вы, допустим, придерживаетесь каких-то своих, там у вас есть убеждения, ценности, и вы это отстаиваете. Вы как будто бы даже никому ничего не пытались навязать, но при этом вы не хотите потерять свое. У вас свое видение мира, себя в этом мире, своего, может быть, пути. Тут даже она видит вас какой-то эгоистичной. И тут я не знаю, как эту карту даже трактовать. Может быть, даже карта зелья. Ну, давайте, это из магической колоды, да, но я могу это так протрактовать, что, допустим, если в вашей жизни какой-то был период тяжелый, то она смотрит со стороны, да, она думает о вас постоянно, то она говорит, что вы, допустим, какую-то ситуацию даже смогли перевернуть так с ног на голову, да, могли это все как-то использовать, это все, и трансформировать всю эту ситуацию, и все, что с вами случилось по этой карте зелья. И по факту вы даже плюс из этого извлекли. То есть, если были проблемы с партнером, то как-то вы это смогли опять преобразовать, да, трансформировать, и ваши отношения улучшились. Если это касается там уж рабочих каких-то отношений, там может смена работы, то вы на самом деле как будто бы сделали наоборот, как скачок какой-то, ваше улучшилось положение, или в перспективе это будет. То есть нет такого какого-то там упадничества с вашей стороны. И она видит в чем-то вот даже ваш эгоизм, даже может быть вот изначально тут какая-то ситуация, да, коса на камень, там у вас могла найти, уж не знаю, там может быть какие-то проблемы были у вас. Повторюсь, она могла приложить руку, но она неожиданно для себя увидела вас какой-то эгоисткой, женщиной, которая, ну, как минимум, тут отстаивает свое право поступать так, как вы считаете нужным. Для нее это было неожиданно. И тут по карте ракушка все-таки я буду вот так вот подряд, если это все считывать. Скорее всего, она видит вас женщина, которая ну, в рамки границы выстраивает, защищается, закрывается. И где-то к себе уже вообще даже не подпустит, вот в будущем даже, как будто бы вы настолько где-то как-то искушенная уже, может, с этим болезненным опытом уже. То больше как будто бы вот эта прививочка была сделана, и вы не допустите, не подпустите к себе вот там ее или как кого-либо, людей, которые вам принесут, ну, причинят вам эту боль. Ну, как-то так. Может быть, даже она там пыталась через кого-то узнать о вас, или, знаете, не буду говорить там, вряд ли она пыталась с вами подружиться. Но тут просто как будто бы вы как защищаетесь, у вас как такая щит какой-то вокруг вас. И при этом она вас сплетни постоянно какие-то собирает, ей это интересно узнать. И при этом, может быть, в этих сплетнях даже где-то отражается вот тут вот карта, тут единение. Давайте, о чем это? Это может быть история о том, что там говорят, что у вас там в личной жизни все хорошо. Там, если с партнером были проблемы, то вы восстановили. Ну, так, сейчас, девочки, о чем эта карта? Ну, карта лилии. Это история о том, что вы цветете и пахнете, другими словами. У вас сейчас, может быть, запустился процесс какой-то роста, развития. Тут как-то так, девочки. Может быть, внешне улучшение. Вот тут она постоянно о вас вот думает, при этом вас считает эгоистичной, упрямой. При этом женщина, которая сейчас, может быть, вы как у вас превентивные меры. Вы стараетесь лишний раз никого к себе не подпускать. Больше не совершать никаких опрометчивых там, ну, не знаю, ошибок, не ошибок, ну, не быть слишком доверчивой. Ну, тут как-то так. Так, все-таки эта карта о чем?
Ну вот эта карта, я спрашиваю, о чем это? Карта о вас, о вашем развитии, о том, что вы умеете, давайте так, вот эта карта, это слияние такое, да, метафорическое, о том, что вы находите общий язык, ну, я думаю, с любым человеком вы можете найти. И это все во благо. Ну, в первую очередь, вам во благо, но я не вижу тут токсичности. То есть люди, которые с вами входят в контакт, будь то, ну, личные какие-то, да, отношения, я имею в виду с партнером, с мужчиной, может быть, дружеские, да, как друзья, может быть, как коллеги. То есть люди тоже от этого выигрывают. И тут как будто вот эти сплетни она собирает о вас, вот, и постоянно она думает о вас, вот, о том, что вы, допустим, из какой-то очень нехорошей ситуации для вас, печальной, где вы были прям, ну, разочарованы, может быть, раздосадованы, давайте так, может быть, больно вам было, печально из-за не какого-то, ну, незаслуженного негативного отношения к вам, каких-то проявлений. Тут вы как будто бы вышли, ну, не могу сказать, ну да, наверное, победителем, по большому счету. И если раньше еще можно было как-то на вас влиять или пытаться влиять, то сейчас вот по этой карте башня, тут это, повторюсь, башня тут именно не в плане разрушения, а в плане, наоборот, стабильности. И тут, скорее всего, вы даже больше в себе стали уверены, более уверены, чем раньше. Угу. Вот об этом эта женщина думает о вас, о вашем каком-то пути, о ваших каких-то уроках, о ваших каких-то тут, ну не знаю, трансформациях, наверное, каких-то. Угу. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.